президенту Трампу также пришлось объявить то, что называется чрезвычайное положение, которое вот и предоставило ему эти полномочия для введения тарифов. Все не так плохо, и команда у Трампа очень продвинутая с точки зрения понимания экономики, понимания фондового рынка. Сама тарифная сетка, она была разработана либо за 2 часа, либо каким-то не очень четким алгоритмом нейросети. Да, наверное, мы будем закупать. Может быть, мы не только NASDAQ будем закупать. Как в прошлом году пугали рецессии, которая не случилась, сейчас всех пугают стагфляцией. Израиль, насколько я понимаю, самые умные люди уже договорились. Снизили тарифы для США, США обнулили тарифные пошлины. Но это же просто образцово-показательная страна и образцово-показательные отношения. Вот так и надо. Махмуд Поджигай, сказала бы я, но не скажу. И скажу вам всем привет. С вами подкаст «Инвест утро», в котором мы говорим о том, как сохранить и приумножить деньги. В данном Я так случае, понимаю, конечно, Трамп больше... уже сказал. Трамп уже сказал Махмуд Поджигай. И подорвал. И, по-моему, себя подорвал. И, в общем-то, полмира примерно. Сегодня 6 апреля, и мы пишем экстренный выпуск о том, как тарифы, введенные президентом Трампом, встряхнули рынок и стерли все доходности прошлого года, а также о том, стоит ли ждать повторения финансового кризиса или ковидных глубин, или Великой депрессии прошлого века, и паниковать. Это, пожалуй, сегодня главный момент, который мы хотели бы обсудить. Так надо паниковать или нет, покупать или продавать? Пожалуйста, останьтесь с нами до конца, и мы обязательно ответим на этот вопрос. Но давайте начнем по порядку. Что произошло? 2 апреля Liberation Day. Наверное, это корректно будет перевести как День освобождения. Ну, давайте так и считать. Были введены тарифы на практически все страны в мире со стороны Америки на импорт продукции. Самый крупный торговый партнер, Китай, уже ответил встречными тарифами. Напряжение нарастает, инвесторы паникуют. NASDAQ с 1 января минус 17%, S&P с 1 января минус 13%. Доходности за год тоже в минусе. То есть, если взять вот год отмотать ровно, календарный, то там уже тоже где-то минус 3, минус 2, уже тоже минус. То есть черный лебедь махнул крылом с рыжим отливом. Зачем? Ну, давайте для начала, да, посмотрим, как они вообще посчитали. То есть у нас есть гипотеза, как были рассчитаны вот эти вот тарифы. То есть вот вы видели в новостях, мы потом вклеим сюда табличку, где стоит Трамп вот с такой табличкой, и там перечень стран, введенные тарифы с учетом переоценки, без учета переоценки. Это теперь будет, видимо, мем ближайших, не знаю, лет 100 еще. Но самое главное, что у нас, вот мы перед эфиром обсуждали, есть гипотеза, что у них был некий дедлайн. Они засунули в чат GPT просто общий экспорт, взяли профицит США по странам, задали задачку поделить напополам, и дальше, как, в принципе, и заявлено было в предвыборной кампании, было добавлено 10% минимально, а всем остальным, те, которые GPT, я говорю GPT, это просто такая версия, потому что нормальный аналитик, извините, такое вот не сделает. То есть это может либо сделать очень уставший аналитик, которому в 4 утра поставили задачу, в 6 ему надо ее на релиз выпустить, либо GPT, которая невыверенная какая-то версия. Но так или иначе, то есть 10% накинули минимально, плюс еще сверху накинули всем, у кого дефицит США, потому что они манипулируют. Никакие реальные тарифы, ничего, никакой сложной, ничего не происходило совершенно. То есть и еще такой важный момент, что в рассмотрение входили именно товары физические. Поэтому то, что получилось, это, конечно, очень необычно. Станислав, что тебе понравилось и восхитило в введенных тарифах перед тем, как я перейду? Зачем это было делать и что делать дальше нам? Ну, на мой взгляд, все не так плохо, и команда у Трампа очень продвинутая с точки зрения понимания экономики, понимания фондового рынка. Вот, поэтому я бы здесь не паниковал вообще. Да, действительно, есть как бы отдельные довольно тупые моменты, там, все шутки про пингвинов обсудили и так далее. Вот, но если говорить про ключевые проблемы, то я думаю, что есть достаточно объективные причины, и это торговый дефицит и бюджетный дефицит в США. И, в общем-то, эти введенные тарифы – это вот попытка исправить ситуацию. Соответственно, примерно 1,4 триллиона долларов – это импорт в США. Вот. И, на мой взгляд, если они бы не ввели вот эти тарифы, то разрыв между импортом и экспортом, он бы продолжал расти. Вот. И
Сейчас, вот, допустим, в январе, если говорить про январь 2025 года, вот этот разрыв 130 миллиардов в месяц, 130 миллиардов долларов, да, и при этом бюджетный дефицит почти 2 триллиона долларов. Вот, поэтому с этим нужно было что-то делать, и очевидно, что они сделали именно в том духе, в каком это любит делать Трамп. Со времен, когда он был застройщиком, да, это нужно сначала накошмарить своих контрагентов, а потом уже, а, скажем так, заняв переговорную позицию, потом уже, а, скажем так, выставлять условия и решать. Причем забавно, что некоторые экономисты говорят о том, что нужно было вводить тарифы, но вводить их постепенно, не вызывая шока на рынке, в экономике и так далее. Но дело в том, что он это уже делал. Вот в прошлый свой срок, когда вводил тарифы против Китая, и за это время, ну, как бы позиция Китая никак не изменилась. Вот, то есть они, как, по сути, проигнорировали те соглашения, которые они якобы заключили с США. Вот, поэтому мне кажется, что они сделали вот такой вот, как бы, жесткий ход конем. А, и, конечно, это не понравилось рынку. И, отвечая на твой вопрос, да, прошу прощения, что так размыто все, чувствуется воскресенье утром. Я бы так сказал, что мне здесь нравится снижение цен на активы, потому что когда активы растут в цене, доходность берется из будущих периодов. Когда активы в цене падают, то доходность будущих периодов, она прибавляется к текущему моменту. Да, то есть у нас есть возможность взять любимые нами активы на распродаже. Ну вот. Если рынок пойдет еще больше, ну, еще лучше. Я тебе буквально через минут 5-10 задам вопрос, какие активы ты тогда собираешься и в какой точке докупать. Подожди, мы сейчас туда дойдем. И я бы хотела тебя дополнить. Зачем это все было сделано? Да? То есть есть уже накопленный за много-много лет дефицит бюджета, момент номер один. В этом году надо ролить почти 10 триллионов, ну, на самом деле, я сильно округляю, 9,2 триллионов долга американского надо в этом году ролить. Что значит ролить? Это означает, что вам нужно выгасить текущие выпуски и выпустить новые для того, чтобы финансировать свои государственные расходы, для того, чтобы у вас там, я не знаю, полицейский ловил преступника, кошка ловила мышей и так далее. Вот для этого нужно, что называется, ролить. И когда в команду Трампа вступил Скотт Бессент, он, в принципе, мы это обсуждали, политику 333, он изначально одной из целей ставил себе понижение доходности по американскому долгу, как один из факторов снижения вот этой самой долговой нагрузки. И, в принципе, он вам намекал всю дорогу и нам. Я об этом даже писала в канале, там внизу будет описание, можно посмотреть, что он в интервью говорил, что нам все равно, нас не волнует equity, нас не волнует фондовый рынок, нам нужно сейчас фокусироваться на других задачах, для этого мы готовы пожертвовать вот тем самым equity, фондовым рынком, ну, если хотите, закошмарить, потому что происходит как? Надо очень сильно напугать инвестора. Вот пятница был день маржин-кола, видимо, возможно, он завтра продолжится, посмотрим. И напуганный инвестор, он будет перетекать в ликвидные казначейские, скорее всего, векселя. Ну, какой-то векселя, какой-то будет другие инструменты, но так или иначе, сейчас, секунду. И доходность ушла по этому долгу ниже 4%. А если ее сейчас опустить там совсем ближе к 3,5%, ну вот можно умножить 9,2 триллиона там, на 0,5% плюс-минус. Мы не знаем, сколько будет на момент, когда уже вот они перевыпустят вот эту вот всю лавину короткого долга, выпущенного госпожой Елен, потому что госпожа Елен, будем честны, она выпускала именно короткий конец кривой, короткий долг, близкий, а дальше хоть потоп. Вот сейчас им предстоит задача с этим разделаться, оптимизировать бюджет, над этим работает Dodge-команда во главе с Маском. И вот третья нога у этого танцора, извините, это дерегуляция и откручивание налогов, видимо, потому что если вы у потребителя, я расскажу через 2 минуты про авокадо. Напомни мне про авокадо. Хотя можешь не напоминать, я буду смотреть на тебя, и я вспомню про него. Так вот, если вы у кармана через тарифы обычно это короткая, резкая, шоковая нагрузка на потребителя, это короткий, резкий, шоковый всплеск инфляции. Будет ли она устойчивой дальше или нет, спасибо, Станислав, мы увидим. Но в моменте это короткая, резкая, шоковая нагрузка. Так вот, если вы из левого кармана у потребителя забираете немножко денег, надо ему как-то в правый карман немножко добавить. Вот как это будет добавляться, другой момент. Да, Станислав, дополни, пожалуйста, тебе идет этот росток. Ну да, на самом деле, спасибо. Я, наверное, менее в шоке от авокадо, чем от реакции рынка, но у Трампа была идея снижать процентные ставки,
И, в общем-то, при всех сигналах, которые сейчас поступают в экономике США, уже состоявшейся рецессии в первом квартале, да, но если мы рецессией называем снижение ВВП, да, но обычно, правда, в течение 2 кварталов. Так вот, в первом квартале, скорее всего, мы увидели уже снижение ВВП, и такими темпами мы увидим снижение во втором квартале. В общем-то, это дает возможность ФРС снизить процентную ставку, ролить долг. Кроме того, Трамп обещал более низкие цены на нефть и борьбу с инфляцией. Пожалуйста, мы увидели падение цен на нефть. Сколько там сейчас бренд 68, если не ошибаюсь, да, там год назад было там 82-85. Вот. И это не факт, что это как бы минимальные точки. Да? Там рынок довольно серьезно напуган, а цены на нефть, они влияют на инфляцию самым прямым образом. Но, правда, есть и минус. Сейчас есть оценки, что порядка 10% американских товаров у среднего потребителя связаны с импортом, и этот импорт подорожает примерно на 20% с учетом введенных тарифов, да, и это примерно даст плюс 2%, да, к инфляции единоразово. Так что здесь пока непонятно, да, насколько эта инфляция может, будет ли эти факторы взаимно друг друга гасить, или мы увидим все-таки разгон инфляции, пока здесь как бы сложно сказать. Но очевидно, что если и будет всплеск инфляции, то он будет единомоментным, связанным с переходом на вот эти тарифы. И опять, что-то мне подсказывает, что, знаете, как это только начало. Это только начало ситуации в том плане, что следом пойдут переговоры, да, и следом начнутся звонки, просьбы снизить тарифы. Вот Израиль, насколько я понимаю, самые умные люди уже договорились. Вот. Снизили тарифы для США, США обнулили тарифные пошлины, но это же просто образцово-показательная как бы страна и образцово-показательные отношения. Вот так и надо. Просто сделайте для американских товаров ну, хоть что-то, ну, скажем так, получше, чем то, что было раньше. Ну, это в самом деле, вот если посмотреть на таблицу, то ну, довольно странно, да, когда у тебя в Европе тариф там по 30, по 50%, да, а в США на европейские товары там 0 или 10%. Ну, как-то странно. Вот. Поэтому мне кажется, что ну, в этом плане то, что происходит, краткосрочно вызывает шоковую реакцию, и это, безусловно, в какой-то степени возврат от тенденции глобализма, да, к протекционизму, к каким-то более замкнутым экономикам. Вот. Но на длинном горизонте, скорее всего, мир несколько переориентируется. И есть тут очень важный момент, который мне, например, помог по-другому взглянуть на вот такого рода протекционизм, а именно скорость инноваций. Вот когда Маск собирал Теслу из, я не знаю, там какого-то колоссального количества частей, собранных по всему свету, то есть от Парижа и Лондона до каких-то китайских фабрик им отправляли вот эти части, да, у них стоимость первой модели Родстера, она стала стоить 130, по-моему, 4 тысячи долларов, при том, что они собирались продавать за 80. И когда Маск увидел, что у них никогда не будет биться экономика вот, с таким подходом, он переориентировал как бы все производство на то, чтобы они максимум производили внутри США, и чтобы дизайнеры сидели в одном помещении с инженерами, чтобы дизайнеры, которые придумывают вещи, которые потом невозможно реализовать, ходили на производство и смотрели, как это все на практике работает. И им удалось как бы выстроить и сначала родстер, который можно продавать с прибылью, а потом и другие модели. Вот. И вот эта вот близость производства к интеллектуальной рабочей силе, ну, на мой взгляд, это способствует скорости инноваций. И это причина, кстати говоря, почему Китай перенял очень много технологических ноу-хау, размещая фабрики, да, и Теслы, и других компаний, да, на своей территории. Вот. И возможно, что у США здесь долгосрочно правильная политика вернуть производство, хотя бы высокотехнологичное производство, на свою территорию. Хотя я, впрочем, сильно сомневаюсь, что стоит все виды производства, там стиральные машины, холодильники, вот это вот все размещать на территории штатов. Ну, вот. И последний момент я хотел сказать, что у Трампа, конечно, очень много сюрпризов в рукаве припрятано на будущее. Сейчас уже спорят о том, будет ли он пытаться изменить Конституцию США, чтобы остаться на третий срок, вот, и будет ли он присоединять Гренландию военными методами. Вот. Но я в этом плане оптимист. Я считаю, что
США уже проходили подобные кризисы с тем же Рузвельтом, который пытался изменить Конституцию США. И ну, я пока больше склоняюсь к тому, что США как система и политическая, и экономическая имеет иммунитет и выстоит, и не будет делать каких-то серьезных глупостей. И вся история как фондового рынка показывает, что по большей части неважно вообще, какой именно президент, да, в США работают системные механизмы. Но, безусловно, будет интересно, и для меня это скорее возможность купить активы более выгодно. Спасибо, Станислав. Я все-таки человек более приземленный. Я бы хотела сейчас посмотреть, кого затронуло, именно если не говорить словами всех, и особенно не ставить выпуклый условный остров Нару, да, или вот эти вот знаменитые мемы с пингвинами, которые только ленивый не обсудил, то все-таки кого затронуло, как, и как это может затронуть Америку, как может измениться цены, видели ли мы это. И есть такой тезис, интересный тоже, что у Трампа, по сути, до мидтермов есть уже меньше 2 лет. И вот в этот период времени можно быстренько успеть ввести в около рецессионное состояние, сдуть цены на активы, но это такая вот фантазия спящего экономиста, конечно, да, меньше доходности, соответственно, по долгу, заролировать долг, выправить, перераспределить. То есть либо кто-то согласится вернуть производство, инвестирует в экономику, либо этот кто-то не будет приносить производство, но в таком случае будет больше платить именно за то, что он получает из Америки в каком-то формате. То есть за счет тарифов тогда погасит вот эту дефицитную часть бюджета выпадающую. А потом снова открутить кран великого веселого фискального беспредела, монетизировать активы и поехать дальше. То есть это сейчас, пожалуй, самая большая дискуссия. Что это будет? Это будет V-shape, да, или это будет L-shape? Ну, значит, давайте начнем по порядку. Вот я подготовила, почему я, Станислав, глядя на тебя, говорила про авокадо, потому что мне очень понравилось. Во-первых, я всем рекомендую, если кто-то хочет глубже посмотреть именно по торговой политике от не кого-то, кто придумывает, да, а от человека, от аналитика, который еще при Рубине занимался именно внешней торговлей Америки. Я здесь, простите, видите, скринила вместе с будкой, поэтому тут кусок влез запрещенных соцсетей сюда. Ну, и так все понятно. Так вот, это там написано Council on Foreign Relations, и аналитика зовут Брэд Цетцер. Он один из самых толковых, он уже больше, наверное, 20 лет пишет, и по делу. Пожалуй, это самый лучший. И у него вышло свежее интервью, вот буквально в пятницу, я его уже послушала для Bloomberg, где он рассказывает как раз-таки о том, кто пострадал. Но вернемся к нашему авокадо, Станислав. Вот у нас есть некое условное авокадо, то есть как это работает из Мексики, которое из Мексики поступает по цене $1 в Америку, допустим. И дальше в Америке оно продается за $1,5, потому что, соответственно, американский магазин гастроном, он хочет 50 центов профита себе получить. Так вот эти вот тарифы в 25 центов, если мы сохраняем налоговую нагрузку на гастрономию той же самой, да, то есть если они хотят сохранить себе те же самые 50 центов профита, то это теперь будет не 1,5, а $1,75. Ну, вот что называется, как это работает на пальцах. Вот на примере авокадо. А еще мне здесь очень нравится, я вас напугаю, а потом, может быть, и нет. Вот такой вот заголовок мне попался. Это понедельник, 28 октября 1929 года, заголовок «Нью-Йорк Таймс». И здесь, если внимательно посмотреть, внимательно читатель увидит, что лидеры настаивают на введении тарифов. Я напомню, если вдруг кто-то случайно забыл или не помнит, что история, она не повторяется, а рифмуется, но мы бы вряд ли хотели такую рифму, потому что 100 лет назад, в 30-х годах в Америке случилась Великая депрессия. Да, был другой стандарт, был золотой стандарт, были другие условия, Америка была другая страна, был кризис до этого войны там, юга-севера, она по-другому была распределена, было больше товаров, сейчас больше услуг, но так или иначе, да, просто забавно, что где-то раз в 100 лет лидеру одной и той же страны или лидерам приходят в голову одни и те же самые гениальные идеи. Теперь поехали дальше. Дальше я бы хотела сказать, что, в принципе, это не секрет, что у США уже достаточно долго, да, сохраняется дефицит торгового баланса, и они, по сути, особенно в товарах, они, по сути, выезжают за счет именно интеллектуальных каких-то составляющих, товара с добавленной стоимостью с интеллектуальной. Но есть несколько слайдов вот у того же самого Сетцера, я не буду все сейчас их показывать,
их много, можно зайти посмотреть, где видно, что, по сути, они тоже стагнируют. То есть у США очень нетривиальная задача, у них сейчас вырос, они причем своими руками, когда они вот этим китайским парням и девчонкам не давали роста у себя внутри, где-то в виде стеклянного потолка, в своих корпорациях, в своих научных лабораториях, в своих каких-то, ну, что называется, disruptive отраслях, они их, по сути, своими словами вытолкнули обратно в Китай, который сказал: а давайте вы вернетесь, мы вам дадим грант, у вас будет своя лаборатория, вы будете делать что угодно, да. И, ну, у них теперь очень, конечно, задача нетривиальная. Надо обогнать, перегнать, где-то зажать, и вот они этим и занимаются. Теперь давайте поговорим. Все говорят, что кто пострадал. Пострадали, понятно, что, в частности, удивительно, но пострадали Вьетнам, пострадал Бангладеш, Шри-Ланка. Пострадали такие острова, как остров Нару, да остров в Тихом океане. Маленький такой. Вообще непонятно, что эти ребята могли бы больше. Они, в принципе, вот куда они? Они там, им некуда эти форды уже ставить, они на остров не поместятся, чтобы выровнять торговый баланс. То есть я почему еще в начале выпуска сказала, что сама тарифная сетка, она была разработана либо за 2 часа, либо каким-то не очень четким алгоритмом нейросети, потому что они при всем желании не смогли бы покупать больше. Просто там нету населения такого, с таким потреблением. Но окей. То есть очевидно, что пострадал текстиль, который много переносили по Азии, Китай еще в прошлое правление. Помните, они во Вьетнам переносили, в Бангладеш, в Шри-Ланку. А кто выиграл? Внимание, вопрос. А знаете, кто выиграл? Такие вот арбитражеры. Пока. Например, Бразилия. Потому что Бразилия пока поимела только 10%. То есть теоретически, если кто-нибудь захотел бы вдруг узнать про опыт белорусских креветок, то мог бы на опыте белорусских креветок через Бразилию получать что-нибудь. Потому что получается такой арбитраж. Можно взять сетку стран, посмотреть те страны, у которых, кстати, против России тоже не были введены никакие эти тарифы, просто потому что сказали, ну, там и так все под санкциями. Поэтому, мне кажется, помимо того, что это все очень сильно, жестко, прям по-живому перетряхивает рынок, это еще и второй раз за 3 года, когда где-то кто-то, кто умеет быстро-быстро выстраивать логистические цепочки инфраструктурные, может здесь заработать. Ну, вот, в частности, я сказала, это Бразилия. Возможно, Россия. То есть, наконец-таки, знаменитый москвич поедет по Брайтон-Бич уже не только в фильме, как он называется, на Дерибасовской «Хорошая погода», да? То есть уже там. А кто пострадал? Сейчас еще покажу, кто пострадал, Стас, и передам тебе слово. У меня еще есть кто пострадал и как. А, так, вот, вот. Вот у нас самые пострадавшие на этом слайде собраны. Мелко, да? Сейчас я увеличу тогда, а то я вижу, что вы так всматриваетесь. Давайте я увеличу. Канада, Мексика, Китай и остальной мир. Здесь видно. То есть Канада темно такая зелененькая, Мексика голубенькая, Китай розовый, и все остальное серенькое. Автомобили, соответственно, нефтепродукты, телефоны, компьютеры и автозапчасти. И, пожалуй, ну, вот по этим плашкам видно, что больше всего пострадали автомобили и техника. Ну и, как вы уже видите, по ценам пострадали нефтепродукты уже. Что, кстати, нас возвращает к эфиру про курс рубля и про то, как он устойчив. Ну, что ж. Станислав, скажи мне, ты будешь завтра докупать резко ставшие привлекательными активами? Наконец-таки закупишь ли ты он Теслой? Да, ну, здесь, конечно, сложный момент, когда именно начинают докупать, и то, что я буду говорить, не является инвестиционной рекомендацией. На мой взгляд, можно сейчас докупать, и мы, наверное, начнем на следующей неделе докупать. Но у нас, в принципе, было в акциях примерно 60% портфеля, и, например, там был Berkshire Hathaway, который практически не двинулся, да. Ну, последние, наверное, только 2 дня он припал где-то с 530 до 490, да, 8%. До этого он как вкопанный стоял или даже рос, несмотря на падение рынка. Поэтому я думаю, что да, наверное, мы будем закупать. Может быть, мы не только NASDAQ будем закупать, а NASDAQ сейчас торгуется примерно по, наверное, около 20-22 прибыли 2025 года. Вот, это падение практически на 20% от максимумов NASDAQ. Я думаю, что никто не знает, как дальше, да, сложится. То есть мало того, что я не экономист, так у меня еще и проблемы с прогнозированием рынка, да, поэтому я буду смотреть просто на цены
и на долгий срок, то есть понимая, что мы можем ошибиться и не купить как бы самые привлекательные активы по самым привлекательным ценам. Да? Мы можем купить, и рынок упадет еще там на 20%. Я, конечно, сомневаюсь, да, что так произойдет. Все-таки очень много кэша, в том числе и у крупных инвесторов, и у государственных фондов. Вот. Навряд ли рынок еще на 20% упадет, но кто знает, там, что, что еще придумает Трамп. Да, кто-то пошутил, да, у нас, что все просто, Трамп в шорте по S&P. Ну вот, да, если посмотреть, кто сейчас занимает главные посты в команде Трампа, там есть и бывший трейдер Джорджа Сороса, и представители венчурных фондов, хедж-фондов, private equity фондов, small cap фондов и так далее. Даже в Доудже миллиардер, который сделал деньги на управлении equity фондом. Поэтому, ну, мы не знаем, да, их мотивацию, но долгосрочно я уверен, что мотивация абсолютно положительная, что и Америка сильная страна, и что команда там профессиональная, и они заинтересованы, конечно, в том, чтобы на длинном горизонте и устойчивое положение было у самого правительства США с точки зрения дефицита федерального бюджета и с точки зрения как бы фондового рынка, да, там у ФРС есть мандат как бы официальный, да, это устойчивый экономический рост и устойчивая низкая безработица и инфляция. Да, это вот как бы официальный мандат. А неофициальный мандат заключается в устойчивом росте благосостояния, прежде всего элит. Да, поэтому они, исходя из этого, будут управлять и экономикой, и фондовым рынком. Напрямую они не могут это делать, но через процентную ставку, безусловно, могут сделать. Что меня как бы смущает, это то, что мы же живем не просто, да, вот США против мира, да, мы живем в сложной системе, где страны в ответ на такие жесткие действия команды Трампа могут, в общем-то, присоединиться к торговым войнам. Вот сейчас Китай довел 34% тариф на весь импорт, да, и, ну, в ответ может разразиться самая настоящая торговая война, и вот здесь вот краткосрочно, конечно, могут быть довольно серьезные колебания не только на американском рынке. И мы уже видели там просадку по Китаю. Вот, и это, конечно, такой фактор серьезной неопределенности. И я боюсь, что, наверное, мы можем увидеть более низкие уровни. Но опять, да, если смотреть глазами команды Трампа, да, ну, окей, ну, упадет рынок, потом восстановится. Да. ФРС снизит процентную ставку, рынки воспрянут. Дефицит бюджета снизится за счет тарифов. Ну, как бы инвесторы вернутся на фондовый рынок, стоимость долга снизится, экономика подстегнется в очередной раз. Вот, почему бы и нет? А товарищи по команде закупятся активами, когда все боятся. Хорошая история. А самое главное, Трамп хотел снизить цены на нефть. Ну, как бы я посмотрел, цены на бренд были не просто 85, они были 90. Вот, в прошлом году, вот ровно год назад, да, и как бы сейчас они в районе 70. Ну вот, пожалуйста, великолепное почти 30% снижения, да. Вот, что Трамп обещал, то, в общем-то, он и делает. И в мире, где политикам абсолютно не доверяют, он, конечно, предоставляет шок-контент, да. Поэтому будет интересно, чем все закончится. Я точно, наверное, не хотел бы оказаться полностью на 100% заинвестированным уже на следующей неделе. Скорее, наверное, растянуть, да, покупки. Вот. Но мне кажется, что вот как бы вся статистика, я сейчас могу показать один из графиков. Например, график индикатора страха. Сейчас, секундочку, видно. Очень много чего видно, но того, что ты хочешь показать, то опять я вижу твой OnlyFans, а график вот еще пока не вижу. Но это пока не мой OnlyFans, ну да, видимо, если я не угадаю с моментом покупки, то придется переключиться на другую бизнес-модель. Это график страха, да, вот за последние пару лет. То есть вверху экстремальная жадность, внизу экстремальный страх. Да. Экстремальная жадность у нас была сразу после выборов в ноябре, да, прошлого года. Вот. Сейчас с 75 мы упали там, близко к нулю. Да. Если посмотреть другой индикатор, это VIX,
Ну, ВИКС это, наверное, всем, кто более-менее в рынке, это известен, да, индекс как бы Страха. страха или индекс волатильности. Вот такие значения, примерно 45, были в 2020 году, естественно, да, там в марте во время расцвета ковида, да, были в 2011 году, когда был долговой кризис в Европе. Если вы помните, тогда все опасались так называемых стран ПИКС, да, это страны с большой Португалия, долговой нагрузкой, Испания, да, Греция. и Исландия, да. А потом следующий это 2008 год. Ну, там вообще было все просто зашкаливающе, да, под 80. А до этого это был 2000 год, это кризис доткомов. Ну, вот, поэтому это довольно редко. И к чему это приводит? Вот если посмотреть, я не буду всю таблицу рассказывать, но вот посмотреть один год, в момент, когда ВИКС был в районе 45 или выше, какие значения через год показывал S&P. Да, мы здесь не видим ни одного отрицательного значения через год. Да, и, Это потому что статистика 29 года не попала. Там статистика ведется с 90-х годов. конечно, конечно, да. Но 20, чтобы был И, 29 год, и тарифы 74-й тоже. Я согласен, но в 2029 году как причина кризиса была совершенно не в тарифах. Тарифы ввели вообще в 30 году, а причина была именно в том, как была организована банковская система. То есть тогда не было в ДИК, Federal Deposit Insurance Committee, это, условно говоря, американское АСВ, агентство страхования вкладов. Да? То есть когда рушился какой-то банк в США в 29 году, это означало полностью потерю денег. И люди начали просто выносить деньги из даже здоровых банков, и это привело к коллапсу банковской системы США и к очень долгому периоду восстановления. И, кстати, восстановление началось с того, что Рузвельт объявил вот эту новую систему в ДИК и объяснил населению популярным языком, прямо на простом человеческом языке, да, что произошло, как банки рушатся и почему они вводят эту систему, и как эта система им поможет защитить банки и ваши вклады. Да. И я сильно сомневаюсь, что как бы именно такая ситуация повторится там, с экономикой США там, в этот раз. Поэтому 29-й пример, 29-й год – это, наверное, пример абсолютно такой исключительный. Мне было бы интересно, у меня не было времени, чтобы посмотреть, когда еще да, велись торговые войны и чем они заканчивались с точки зрения фондового рынка. Но возможно, что именно такого перехода резкого, какой вот произошел сейчас, когда внезапно мы очнулись в другом мире, да, где США внезапно перестает быть самым привлекательным рынком да, на планете, куда все хотят экспортировать товары, вот такого резкого перехода еще не было, по крайней мере, в послевоенное время. И я слушаю многих управляющих активами в Америке, я вижу от растерянности до удивления, да. И, ну, да, действительно очевидно, что вот прямых аналогов нет, и непонятно, как экономика на это отреагирует. Единственное, что я полностью с тобой, Саш, согласен, что белорусские креветки появятся в Бразилии вместе с бразильскими бурритос, начос, авокадо и прочими вещами и будут экспортироваться в Штаты. Ну, то есть это, очевидно, огромный рынок такого транзита товаров. То есть он будет создан, и я думаю, что история, допустим, с российским бизнесом показывает, да, что предприниматели умудряются приспосабливаться к самым сложным условиям и даже в этих условиях зарабатывать деньги. Вот. И, как говорится, никуда айфоны из России не исчезли, и я думаю, что никуда мексиканские авокадо из США не пропадут. А, считайте меня, наверное, чрезмерным оптимистом, но вот я верю в силу предпринимателей. Окей, спасибо. Я с своей стороны хотела еще подчеркнуть, что для того, чтобы ввести эти тарифы, президенту Трампу также пришлось объявить то, что называется чрезвычайное положение, которое вот и предоставило ему эти полномочия для введения тарифов. А введение тарифов, вот эти Liberation Day, это, в принципе, затеивается для укрепления международного экономического положения Соединенных Штатов и защиты американских рабочих. Ну, классно же, классно, да? То есть я бы это читала так, что, ребята, вы очень долго жили в долг, пора поработать самим. Но это был бы очень непопулярный нарратив для людей, которые привыкли жить в кредит и не особо много работать, да? А если сказать, что вокруг враги, это мы, опять же, мы знаем, да, что этот нарратив, он практически в любой стране, в любой ситуации подходит, когда ты говоришь населению, что у тебя есть внешние недружественные страны,
которые недружественно тебя грабят через недружественные тарифы на твою продукцию, поэтому им надо ответить. Поэтому я бы на месте Китая уже завтра в Бразилии нанимала рабочих, которые собирали бы там телефоны и их оттуда отправляли. Но это воспринимать, конечно, как шутку. Еще забавный момент в этом во всем – это то, что у них прям классический хороший, плохой полицейский, то есть выходит Маска, говорит, надо рассмотреть зону свободной торговли с ЕС. Ну, потому что ЕС там тоже в обморок сразу упали, по ним достаточно сильно бьет. То есть вот эти все ограничения достаточно сильно их задевают. Но есть вот добрый Маск, говорит, давайте договариваться, господа. И, возможно, тоже о чем-то договорятся. Теперь, что касается того, паниковать ли или что делать. Ну, мы уже сказали, что есть определенные бенефициары, арбитражеры в этой ситуации. То есть если все остается as is, да, потому что все-таки ключевой тезис, который мы обсуждали, кстати, в конце февраля с тобой, когда это только начиналось, мы обсуждали, и тогда думали, ну что, покупать, продавать. Ты говоришь, вот была первая распродажа на новостях о тарифах, ты говоришь, ну, наверное, уже покупать. Я говорю, я пока, пожалуй, с путами посижу, подожду. Я увидела и даже где-то поставила покупки по ряду бумаг, но в целом вот все, кто получал мое письмо в феврале, они знают, что у меня были февральские путы, и они у меня конец февраля, вот сейчас следующие путы у меня 21 марта, и мои приоритеты еще, ну вот в начале года они изменились, и я для себя решила, вот конкретно для себя и для всех, кто со мной работает, да, что бета, которая не падает так сильно, как рынок во время просадок, это альфа. Вот я, собственно, господа, в этом году, видимо, буду регулярно ролить в путы, потому что как-то, знаете, спокойнее с господином Трампом. То есть понятно, что сейчас на таком виксе они дорогие, но вот в целом очень неплохо. И завтра я не уверена, что завтра я бы прям пошла 7 числа all-in в риск. Но и продавать я бы не стала, да. Действительно, надо присмотреться к тому, как это долго будет. Надо присмотреться к арбитражным странам, таким как Бразилия, Россия и прочее. Да, хочется сказать лонг NASDAQ, шорт NASDAQ, лонг Бразилия, да, но я пока промолчу. А лишь подчеркну, что если есть совсем плохой сценарий, которым сейчас начали все друг друга пугать, как в прошлом году пугали рецессии, которая не случилась, сейчас всех пугают стагфляцией. Что такое стагфляция? Стагфляция – это одновременно, когда сжимается потребление, экономический рост, и сжимается все хорошее против всего плохого, да, одновременно растет инфляция, вот в частности с этими тарифами. Так вот, пока рынок падал вот эти дни, то внимательный читатель увидел бы, что выросли какие компании? Правильно, табачные, потому что весь Уолл-стрит сидел и нервно вот так вот курил просто сигарету за сигаретой у экрана с ужасом. Я к чему веду? К тому, что если кто-то все-таки приверженец сценария стагфляции, рецессии и того, что все умрут, то давно придуманы вот такие портфели защитные, с защитными активами, которые включают в себя и коммунальные компании типа там Джонсон и Джонсон, надо посмотреть повнимательнее, но, по-моему, они тоже устойчивые оказались, табачку, которые могут придать силы радости в эти дни, если очень хочется. Поэтому нет, я пока, пожалуй, посмотрю, и если я пойду, я бы уже, наблюдая за то, как разворачивается мир, в принципе, уже кажется, что широкий рынок и мировой рынок может быть интереснее, чем просто точечный американский. Потому что Китай, они не остановятся просто так, и там выросло целое поколение очень умных, образованных, технологичных людей. Все. Да, это очень забавно, да, что Филипп Моррис вырос, а Nike упал, да. Акции как курильщика, акции здорового человека, да. Ну что, живем увидим. Я вообще рад, что мы живем в такое интересное время. И мне кажется, нет ничего лучше, чем когда у тебя есть какой-то запас кэша, вкладывать его, когда на рынке ВИКС по 45. Единственное, что может быть лучше, это если ВИКС по 70. Вот. Тогда надо просто брать всю котлету и all-in на очень-очень долгий промежуток времени для себя и там, для будущих поколений. Спасибо большое, Саша. Задавайте ваши вопросы к этому видео. Клеймите нас Кстати, позорно. напишите нам, вы будете завтра или на этой неделе докупать или нет. И еще обязательно напишите нам в комментариях, будет ли кто-то покупать этот обесценивающийся, как у нас принято говорить в русскоговорящих кругах, проклятой зеленой бумажки долг. Кому он вообще нужен, если они девальвируют свою валюту? Ну, Всем конечно, отличного да, дня. тут уже очевидно, что доллар почти вот рухнет. Да, всем хорошего дня, спасибо большое.